Дорогие друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня мы с вами будем знакомиться со студийным комплектом для записи от компании Arturia. Встречаем Minifuse Recording Pack. Что ж, сейчас откроем эту коробку и покажем вам, что входит в этот комплект. Мы здесь чуть раньше это проделывали, для того, чтобы снять упаковочный материал, проверить комплектность и, естественно, протестировать все на предмет работоспособности. Ну, мало ли, всякое бывает. Итак, Minifuse Recording Pack включает в себя аудиоинтерфейс Minifuse 2, микрофон CM1 с поп-фильтром и пауком-держателем, наушники EF1 с переходником, кабель XLR длиной 3 метра и метровый кабель USB в плотной тканевой оплетке. Это все, что можно физически взять в руки, но это не все, что входит в этот комплект. И как вы, наверное, уже догадались, речь идет о программной начинке. Все-таки Arturia славится своими разработками в этой области. Что же они приклеили к этому набору? Перечисляю. Analog Lab Intro с 5 сотнями винтажных и современных пресетов. Небезызвестная классическая ленточная Echo Tape 201. Сочный ревербератор Plate 140. Богатый стереохорус Jun 6. И грубый аналоговый преамп 1973. Плюс к этому в комплект включены Ableton Live Lite, 6-й Guitar Rig и доступ к 3-месячному бесплатному пользованию автотюном и кучей сэмплов от Splice. Вот теперь все. Добавлю только то, что все перечисленное ПО становится доступным после регистрации продукта, за исключением драйвера. Его можно скачать без всяких регистраций на сайте Arturia. Теперь давайте подробно рассмотрим каждую единицу этого комплекта. Аудиоинтерфейс. Очень подробно, со всеми цифрами, задержками и всем остальным у нас рассказывается в отдельном обзоре на Minifuse 1, 2 и 4, который мы снимали в декабре 2021 года. Так что, если вам это надо и будет не лень, то найдите его и внимательно посмотрите. Повторюсь, там все очень подробно рассказывается и показывается. Ну а если коротко, то карточка двухканальная. Hi-Z и 48 вольт на обоих каналах есть. Прямой мониторинг присутствует. MIDI интерфейс и USB хаб к вашим услугам. По микрофонному усилению 56 дБ. Выход на наушники 137 мВт при 33 Омах. Частота дискретизации до 192 кГц. По системным требованиям Win 8.1, Apple 10.13 или выше, по оперативе от 4 ГБ, по процессору i5 или быстрее. Поехали дальше. Микрофон. Зовут его Arturia CM1. Друзья, сразу забегая вперед, очень хочется сказать, что обычно готовые комплекты для звукозаписи от любых производителей имеют достаточно неплохие аудиоинтерфейсы и, как бы это помягче сказать, среднего качества микрофоны и примерно такие же наушники. Так вот, здесь история с микрофоном совершенно иная. И знаете, впечатление о качестве возникло в тот момент, когда я его просто взял в руки. Весит он очень по-настоящему, что говорит о том, что сделан не из какого-нибудь легковесного дешевого сплава, а отсюда и звук. Подключили, поговорили, записали и были приятно удивлены и, безусловно, рады, что у наших пользователей появляется возможность иметь такое качественное оборудование. Сейчас я в него поговорю, лишь только озвучу несколько основных характеристик для интересующихся. Микрофон конденсаторный, капсуль 16 мм, направленность кардиоида, диапазон 20-20 тысяч, чувствительность минус 36 дБ, максимальное давление 130 дБ, соотношение сигнал-шум 74. Что ж, давайте послушаем.
Arturia – французская электронная компания, которая разрабатывает и производит электронные музыкальные инструменты, включая программные синтезаторы, драм-машины, аналоговые синтезаторы, MIDI-контроллеры, секвенсоры и мобильные приложения. Компания была основана в 1999 году в Гренобле, Франция, инженерами INPG для создания доступных программных синтезаторов. Первым продуктом, который они разработали, была виртуальная рабочая станция для инструментов Storm. Подражание классическим аналоговым синтезаторам помогло компании завоевать популярность на своем рынке. Чтобы создавать звуки с минимальными цифровыми артефактами, основатели разработали новые программные алгоритмы для устранения этих проблем. Теперь переходим к наушникам. Сразу могу сказать, что эффекта «вау» не случилось, но сказать, что они какие-то плохие, язык не поворачивается. И объясняю почему. Они просто офигенно удобные, они мягкие, они легкие и при этом плотно прилегают к голове. А это что значит? Правильно. Со своей основной задачей они справятся. То есть утечки звука в микрофон не произойдет. И болевых ощущений и дискомфорта при записи мы достаточно долго получать не будем. А что касается самого звучания, то в принципе к нему можно привыкнуть. Это я вам рассказываю в каждом ролике про наушники. И делать некую коррекцию, что называется, по ходу дела. Это, кстати, касается того случая, если вы собираетесь сводить в этих наушниках. Если же у вас есть какое-то другое устройство для мониторинга, то вопрос звучания этих и F1 вообще снимается с повестки, потому что свою работу, я повторяюсь, они выполняют достойно. Идем дальше, друзья. Не могу не сказать пару слов про доп. Оборудование. Настолько все аккуратно сделано, настолько все плотненько, одно к одному крепится, никаких неудобных или тугих пружин, никаких падающих поп-фильтров, просто все для людей. Этим, кстати, хороши комплекты, что у них все буквально подогнано, но не все настолько, насколько это видно здесь, у Arturia. Были экземпляры, когда что-то где-то, но обязательно с каким-нибудь небольшим, но косячком. Здесь же вообще придраться не к чему. Вот даже провода, и то, сделаны просто по высшему классу. В общем, не знаю, надо ли что-то еще говорить. Да и нахваливать больше не хочется, а то заподозрите еще в чем-нибудь. Но комплект действительно дико хорош, и это положа руку на сердце. Давайте в финале я что-нибудь в 2 канала запишу, а вы уже потом сами дадите какую-то свою оценку этому комплекту и ответите на вопрос: купили бы вы себе такое за 39 900? Или собирали бы что-то по запчастям. Не факт, что при этом заплатили бы меньше. Одним словом, послушаем, а потом вынесем приговор. И, кстати, чтобы это все заработало, драйвер как минимум нужен. А где его взять? Об этом я тоже очень подробно рассказывал и показывал в отдельном ролике на карту. Прям вот снимал экранку, на какой сайт зайти, какую вкладку открыть, на что нажать. И знаете, изумлению не было предела, когда в комментариях под тем видео самым частым и популярным вопросом оказался вопрос: ребята, а где взять драйвер к карте? Приятного прослушивания. Простой сюжет, чего-то стало не хватать. Простой сюжет, чего-то стало слишком много. И от себя нам не удрать и не отстать. И жизнь дорога, и жизнь дорога. Простой сюжет, простой сюжет. Друзья, добавлять больше ничего не буду. Вы все уже услышали, увидели, так что слово за вами. Пишите, комментируйте, делитесь мнениями и
Конечно же, оставайтесь в компании с нами. Всем удачи и до встречи. Можешь мышку чуть-чуть сдвинуть? Я могу не то, что ее сдвинуть, я могу ее вообще ликвидировать. Угу. Я могу ее сжечь. Ага. Так. Чуть-чуть видно. И опять видно? Да, подальше. Слушай, ты. Все. Все? Ага. Ушел мышь. Ушел. Пишем.